Добрый вечер, дорогие друзья. Горбачев когда-то сказал, диктаторы должны на маленьком неприметном аэродроме держать маленький неприметный самолет, всегда заправленный. Я надеюсь, у Лукашенко есть. Давайте сегодня поговорим, что происходит в Беларуси. Ровно 3 месяца уже идут протесты, время пролетело. Люди просили просто сделайте честные выборы. Теперь уже никто не остановится. Все хотят жить в свободной стране без диктатуры. Лукашенко продолжает силой штыков, нагаек и этих своих чернокнижников удерживать власть. 7 ноября он попытался сделать очередной митинг, который вылился в очередной большой пшик. Самое интересное, вот эти все митинги диктаторов, они все с красными знаменами, все с георгиевскими ленточками. Когда ты говоришь, я хочу честных выборов, тебе говорят, ты фашист, ты хочешь разрушить страну. Ты говоришь, я хочу честных выборов, а тебе в ответ деды воевали. Ты говоришь, я хочу честных выборов, а тебе вали в Польшу. Посмотреть на его этот пшик с красными флагами становится даже обидно, что эти ряженые клоуны, которые приходят за него, они еще одевают форму советских солдат, они пытаются где-то воруют, одевать медали. Все чувствуют себя великими воинами. На самом деле они просто обезумевшие, сумасшедшие старики. А если не старики, то по этому видео, сейчас вы поймете, больные люди. Так, распиваем в общественном месте. Неправда. Да, что у вас? Что у вас? Фанта, да. А что у вас? А что вы прячете? А? А что вы распиваете в общественном месте? Где вы находитесь? На проспекте. Все. То, что им за эти походы дают 30 серебряников, совершенно понятно. Потому что надо потом сразу побежать и их потратить, выпить за здоровье товарища Сталина. Но также поражает присутствие на этих митингах вот таких товарищей. Интересуюсь политикой вообще, на самом деле. Ну, так. Ви у комуністичній партії, але не цікавитеся політикою. Так получилось. А як так? Ну, бывает. На самом деле, очень жалко этого молодого человека. Полностью, наверное, в его возрасте отсутствует мозг и образование. Прийти на провластный митинг, поднять какие-то флаги, одеть на себя коммунистическую одежду и говорить, я политикой не интересуюсь вообще. Он вообще не понимает, чего он там находится, что делает. Это очень печально. Он не думает, в какой стране будут жить его дети. При всех разговорах батьки, как он сильно боится забастовок. Мне недавно сбросили, спасибо, ребята, белорусы, ролик, какие видео крутят по государственному телевидению с пропагандой против забастовок. Где кто-то едет на фуре, стоят митингующие, он рассказывает, теперь я зарабатываю за вас двоих, вы бастуете, бастуете, а я тут буду на двойную зарплату жить. А те бедные голодные бутерброды едят. Ну, я даже не хочу вставлять, это, я думаю, что 80% белорусов и так это видела, посмотрела и понимает весь этот идиотизм пропаганды, что он направлен на людей очень глупых и без образования.
Батька при всех своих криках, что деньги заканчиваются, потому что бастуют и все рушится, находит деньги всегда на очень оригинальные вещи. Смотрите. Какая-то новая машинка появилась. Темно-синего цвета. Вот отсюда не очень видно. С надписью «Милиция». Приехала на парковку Фрунзенского ГАИ. Как написали ребята, это новые водометы. Наверное, все так хорошо и все так у него уверенно, что надо новые водометы закупать. Но при этом пропаганда продолжает по телевизору гнуть линию, что все митингующие наркоманы. Я вот не понимаю, за 90 дней протестов у них уже с креативом совсем все плохо. И российские пропагандисты, которые туда приехали работать, не могут ничего нового придумать. Это ихняя ссылка сюда, что ли? Там они уже не нужны. Смотрите, что они творят. Ну а сейчас еще один яркий пример, кто и в каком состоянии участвует в протестных акциях. Накануне, во время проведения несанкционированного шествия, сотрудники милиции задержали 21-летнего парня. Во время обыска у молодого человека была обнаружена марихуана, шприц, балаклава, а также различные БЧБ-атрибутика. Сегодня решили взять с собой символику, да? Да. Вы сегодня употребляли спиртные напитки, либо иные запрещенные вещества? Нет. Однако, по информации МВД, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Как признался сам фигурант, на одной из акций протеста он познакомился с человеком, который и угостил его наркотиками. Ну, то есть одни наркоманы выходят каждые выходные, каждый понедельник, каждую субботу. По-моему, в Белоруссии вообще процветает наркомания, и вы, наверное, на первом месте в Европе. На самом деле, вы же видите в сюжете. Следователь его спрашивает только за БЧБ флаги и не говорит, откуда у вас там наркотики или что-то. А когда заканчивается видео с допросом, комментатор госпропаганды говорит, у него еще, смотрите, пакетики были, марихуана и шприц. Ну, наверное, они марихуану через шприц употребляли, я не знаю, как это делается, но этот кретинизм зашкаливает. Хотя людям сейчас не надо даже в Беларуси, наверное, иметь марихуану и БЧБ флаги. Сегодня ж уже, если ты наслаждаешься природой и идешь с соседними листьями, а у них там вдруг один будет какой-то кленовый красный, то тебе дорога в автозак, потому что ты стимулируешь не ту цветовую расцветку, какая должна быть на улицах. Мне интересно, они деревья тоже начнут спиливать? Красавчики. Тоже едете. А мы вас тоже снимаем. Ну, что вы хотите? Ну, хорошо. Что вы хотите? Здравствуйте. А почему на улице нельзя? За что вы ее берете? За что вы ее берете? Просто взяли человека. Она шла со мной с листочками. Блин, если это не 37-й, то что? Ручкой машет, посмотрите, красавцы. Это просто, блин, у меня нет слов, ребята. То есть осенние листья на территории республики уже запрещены. А самым смешным это является то, что Лукашенко решил рассказать своим людям, какие позорные выборы в Америке, что это ужас и катастрофа. Что это за президент будет, если он победит всего в 1%?
Ведь надо рисовать до 80. В Америке, если ты фальсифицируешь выборы, ты сядешь очень-очень надолго. Власть меняется постоянно. И суды, они независимые. Невозможно, как в Белоруссии, вылезти из избиркома, как были видео в начальных роликах, с 2-го этажа по лестнице в окошко, забрать себе бюллетени и под охраной милиции уйти. Этого просто невозможно. Да, там голосуют честно и избирают честно. И сейчас страна тоже очень сильно разделилась. 50/50 этому показатель. Я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем, кто посмотрел мой предыдущий ролик. Потому что, выпустив его в 12 ночи, я с удивлением в 6 утра увидел, что его посмотрело 10 тысяч человек. Я не знаю, что произошло с алгоритмом Ютуба. Я знаю, что уже в 12 дня мне его заблокировали из-за видео с КВНом. Хотя я думал, это так работает, скажем, определенные структуры, но нет, сегодня даже официальный сайт, если вы зайдете КВН российского, тоже заблочен, потому что слишком много там на Лукашенко рассказывают. И заблокировал правообладатель, тот, который владеет правами на КВН. Вообще очень странно. Поэтому я хотел бы еще раз высказать вам огромное спасибо, что вы смотрите, комментируете, иногда ставите лайки, это очень стимулирует. Друзья, так как делаем по-живому, при загрузке на YouTube, я вдруг вспомнил, что я совершенно забыл вам сказать «Живе Беларусь», и все будет круто. Диктаторы скоро исчезнут с планеты Земля. Всего доброго.